Всякий раз, когда российское начальство и лично Путин слишком очевидно причастны к явному злодейству, обычно к политическому убийству, медийная обслуга этого начальства заводит одну и ту же шарманку. Путину это невыгодно. Путину было невыгодно демонстративное убийство Бориса Немцова под стенами Кремля. Его совершила банда высокопоставленных сотрудников МВД, непосредственно подчиненных пехотинцу Путина Рамзану Кадырову. Но сам Путин понес от этого сплошные убытки. Деятельность Политковской, по словам самого Путина, приносила меньше вреда, чем ее гибель. Скрипали, Литвиненко, Карамурза, даже Пригожин. Всякое убийство и покушение нам предлагают поместить в смету по столбикам дебет и кредит, оценить труп человека как рыночный актив. Теперь они же говорят, что Путину невыгодно убийство Навального в тюрьме. Как 3,5 года назад ему было невыгодно посылать за ним группу отравителей из ФСБ. Есть у Путина дела поважнее, а Навальный в тюрьме угрозы для него не представлял. Опустим тот очевидный момент, что мы как-то привыкли к таким рассуждениям. Что почему-то даже вменяемые люди считают, что есть обстоятельства, в которых государству выгодно убить человека. Что в России все живут как бы по доверенности, до тех пор, пока их смерть не перевесит выгоды от жизни. Причем об этом рассуждают не только прислуга по телевизору. Путин и сам любит с ухмылкой сказать, что кто-то не так уж и мешал, чтобы его убивать. Подразумевая, что если бы реально мешал, то завалили бы и не чихнули. Но не мешал же. Поскольку эта людоедская логика стала нормой, имеет смысл разобрать сам феномен выгоды в деструктивном авторитарном режиме. Все столь же тщетные, сколь наивные попытки рационализировать диктаторское мышление. Путину было невыгодно оставаться у власти после 2008 года. Не нужно было никаких схем с преемником, ничего этого было не нужно. Он мог уйти самым выдающимся главой российского государства за всю его историю. Мог уйти, поставив себе в заслугу нефть по 150, 8 лет бешеного экономического роста, прекрасное внешнее реноме страны, у которой нет ни единого противника. В чем выгода держаться за власть до последнего? Деньги, активы, роскошь? Надо думать, что к маю 2008 года на офшорных счетах Путина и его ближнего круга уже было достаточно бабла, чтобы 100 поколений их семей прожили красивую жизнь, не заботясь о расходах. Да даже если представить, что не было, что Путин ушел из Кремля только со своим прицепом «Скиф». Не бывает бедных бывших президентов больших государств. Профессорские позиции лучших университетов мира, почетные места в крупнейших благотворительных фондах и международных организациях, советы директоров транснациональных корпораций – это все самые лучшие вакансии, на которых ничего не нужно делать, но можно очень много получать. Достаточно числиться за миллионы и десятки миллионов долларов в год. Позволь кому-то написать твои мемуары, а Netflix их экранизировать, денег получишь больше, чем сможешь вообразить, а тем более потратить. Посмотрите на Обаму. После отставки человек живет свою лучшую жизнь. Он счастливый Бенджамин Баттон, он стареет в обратную сторону. Никаких кризисов, ночных совещаний и улыбок малоприятным собеседникам. Никакой ответственности и стресса. Просто жизнь в бесконечном счастье. Становиться диктатором, загонять себя в ситуацию, где путь из кресла открыт только в могилу или в тюрьму, где каждый день либо ты, либо тебя, до ужаса невыгодно. Выгодно быть демократическим лидером. Демократическому лидеру не нужно бояться проиграть. Демократический лидер может совершать ошибки, даже очень опасные и даже кровавые, и потом просто уйти на пенсию, а не на тот свет. Почему существуют демократии? Потому что система, где победитель получает все, а побежденных скармливают крокодилом, система, где ты не можешь позволить себе постареть, устать, потерять хватку, перестать выигрывать, потому что у соратников и у конкурентов всегда наготове табакерка, такая система невыгодна самой власти. Решение держаться на троне до последнего не принесло Путину никаких выгод. Да и не могло принести. Оно сделало его жизнь гораздо опаснее и сократило ожидаемую ее продолжительность. Но Путин до сих пор правит. А война? Какая выгода от войны? Это жуткий риск, на который пошли безо всякого принуждения и неизбежности. Не было в феврале 22 года никакой предреволюционной ситуации. Не было выбора либо отвлечь страну на внешнюю угрозу, либо повиснуть на штыках революционных матросов. В феврале 22 года перед нами стареющая, деградирующая, но все еще устойчивая и жизнеспособная автократия. С ощутимо поистрепавшимся внешним видом, но и близко не мировой изгой. Все сотрудничают, карточки работают, самолеты летают во все города мира.
Газ по дну Балтийского моря бежит в Европу, а ему навстречу текут миллиарды бесплатных долларов. Глобальных вызовов нет. Общество возрастное, конформное и законопослушное. Кровавых революций не предвидится. Понятно, что гнить и деградировать нельзя бесконечно, но до пределов земной жизни коллективного Совета Безопасности вполне можно. Чем ближе годовщина вторжения, тем чаще вспоминают слова пропаганды незадолго до него. Нарратив там был точно такой же. Вторжения не будет, потому что Путину оно незачем. Потому что война ему не нужна, ведь она не принесет ничего, кроме проблем. Даже и мы тогда говорили ровно о том же. Развязав войну, Путин не получит ничего, кроме дичайшей, невиданной крови, по сравнению с которой чеченская война покажется локальной перестрелкой. Развязав войну, Путин навлечет бессмысленную угрозу на свое правление и свою жизнь. Никакие практические соображения, никакая потенциальная польза, которую можно нафантазировать, и рядом не стояли с издержками от войны. Дать своей шобле заработать на войне, освоить миллиарды на снарядах, танках, ракетах, на строительстве и восстановлении оккупированных территорий, на дележке активов западных компаний, на импортозамещении. Но то бабло, которое сейчас течет к путинским дружкам, оно же не в результате войны возникло. Это не золото ацтеков, захваченное в Мариуполе. Война — это просто повод раздать денег из того же федерального бюджета, из которого этих паразитов и так кормят 20 лет. С каких пор им нужен праздник, чтобы напиться? С каких пор придумать повод для казнократства — это какая-то проблема? И зачем для этого война? Россию забанили на Олимпиаде за допинг? Так устройте суверенные игры в Грозном, чемпионат по пляжному футболу в Якутске. 10 лет строили платную магистраль из Москвы в Питер? Ну так протяните ее из Пскова до Камчатки. В России миллионы живут в ветхом и аварийном жилье? На программе национальной реновации успеют освоить бабло даже ваши правнуки. Когда Путину нужно было директивно выдать денег, за ним не ржавело ввести даже частный налог, обложить дальнобойщиков данью в пользу Ротенбергов. Это в конкурентной политике с общественным мнением, выборами, реальным парламентом и СМИ нужно искать реальные поводы потратить много денег. Это явно не случай Путина. Получить на захваченных территориях миллион новых вакансий для всех отпрысков, которые уже подросли, но еще не пристроены на мэрские, губернаторские, министерские и прочие хлебные должности? Расширить ресурсную базу? Раздать властным кланам города, регионы, заводы и трубопроводы? Но опять же, ни для чего этого война не нужна. Путинскому режиму нет равных по созданию липовых должностей, бессмысленных государственных органов и госкомпаний. Даже если понадобятся реальные активы, велика страна наша родная. Много еще чего можно в ней отжать безо всякой войны. Когда кто-то рассказывает о каких-то шахтах, захваченных в пользу кадыровской родни, о вывезенном из Украины зерне, это все настолько смехотворно, что даже совестно обсуждать. Потратили десятки миллиардов долларов, чтобы отжать шахту посреди развалин и покрасть зерна миллионов на 20. Капиталисты от бога. Вот как ни крути, ни с какой стороны не смотри, нет тут выгоды, сплошной убыток и риски. Любые рассуждения о рациональности в деструктивных режимах – это либо сознательное вранье, либо опасная для жизни наивность. В списке Шиндлера один из евреев, уже помещенных в краковское гетто, отмахивается от слухов, что евреев свозят в лагеря смерти, и делает это с разумным, в общем-то, аргументом. Дескать, немцам не нужны массовые казни, им нужны рабочие руки, покойников-то особо работать не заставишь. И действительно, Холокост – занятие страшно невыгодное. Содержать огромную государственную индустрию, которая каждый день жрет ресурсы воюющей страны, а на выходе дает только пепел из крематория, это не бизнес, это чистый убыток. Уголь для провозов, сталь для рельсов, пайки для охраны, зарплата для полиции, оружие и форма для всех, содержание тысяч бюрократов, которые сами никого не убивают, но без чьих смет, ведомостей и счетов ничего не будет работать. Все это, чтобы снять с несчастного старика стоптанные ботинки и вырвать 2 золотых зуба. Звучит абсурдно. Но чем хуже обстояли дела на фронте, чем в большем дефиците был каждый вагон, каждая тонна угля и каждая пара рабочих рук, каждая винтовка и каждый, кто был в силах ее держать, тем масштабнее работал в гитлеровской Германии механизм индустриального уничтожения людей. Тем больше ресурсов он пожирал. Холокост ничем не помогал Рейху в войне, не приносил доход, не укреплял власть Гитлера. Холокост был самоценен для верхушки режима. А помните ту самую индустрию государственного допинга для Олимпиады в Сочи? Когда одни чекисты разработали способ незаметно вскрывать защищенные пробирки, а вторые
через дырку в стене лаборатории эти пробирки подменяли. Последствия наступили по-настоящему беспрецедентные. Сборная с тех пор выступает без флага. А зачем? В чем выгода? Первое место в командном зачете? Кто вообще его помнит спустя неделю после закрытия игр? Вы вот можете сходу сказать, какая страна заняла первое место на Олимпиаде в Пекине? Да мало кто может. Поэтому игра совсем не стоила свеч. Злодейская схема, достойная лучших шпионских боевиков из 80-х, была только ради телешоу длиной в 2 недели. Персоналистская автократия – это такого рода режим, где решения исходят из головы одного человека и очень узкого его окружения. Люди вообще не слишком часто руководствуются соображениями абстрактной выгоды. Продуманные убийства с четкими корыстными мотивами и тщательной подготовкой чаще встречаются в детективах о дележке богатого наследства. В материалах же реальных уголовных дел нередко написано «внезапно возникшие личные неприязненные отношения». Гораздо чаще монтировка в голову используется как последний аргумент в банальной семейной ссоре или в споре за место на парковке. Гораздо реже как способ завладеть чужими акциями. У людей есть страхи, ненависть, обида. У каждого своя картина мира, все действия в которой внутренне рациональны и единственно возможны. Если бы вашим соседом был обиженный на весь мир пожилой чекист, который гадит вам под дверь и царапает машину, вы бы не задавались вопросом, в чем здесь его выгода? Как ваши расходы на ремонт сделают его жизнь лучше? Вы бы понимали, он просто ненавидит вас за то, что вы есть. За то, что вы моложе. Что не одиноки. Что у вас есть хорошая машина, а у него нет. Путин явно ненавидел Навального. Навальный был живым прогнозом неизбежного будущего. Это та молодежь, которая неизбежно скинет стариков, стоит тем хоть немного ослабнуть. Путин ни разу не произнес его имени. Путину было недостаточно изолировать Алексея в тюрьме. Только по его приказу Навальному могли создавать и все более невыносимые условия за решеткой. В бесконечных ШИЗО, в переводе сначала на строгий, а следом на особый режим не было никакого практического смысла. Это не рядовая практика. Будь Навальный обычным заключенным или даже политзеком, он бы до сих пор сидел во Владимирской колонии, и никто бы его лишний раз не дергал. Но Навальный был врагом Путина. Врагом злопамятного, мелочного и мстительного человека. Человека трусливого, которого из глухого карантина смогла выкурить только избирательная кампания. Навальный 10 лет в такого человека тыкал острой палкой, выставлял его на посмешище, говорил обидные вещи, не считаясь с его самолюбием. Непрозрачно намекал, что старик может как угодно сжимать кресло, но пальчики-то все равно ослабнут. Не через год, так через 5. А мы уже тут, молодые, энергичные и злые. Навальный самим фактом своего бытия говорил: «Ты меня обыскиваешь, следишь и сажаешь, но это я буду на твоих похоронах, а не наоборот». Убийство будущего, о чем в контексте Навального говорили многие, это даже не метафора. Это и есть цель, в этом и есть выгода. Показать всем нам: не дождетесь, я вас всех успею передушить. Без этого убийства по чисто биологическим, не политическим причинам настал бы день, где в России есть Навальный, а Путина нет. Это была даже не надежда, это был факт. Путин убил Навального, чтобы этого не случилось, чтобы избежать неизбежного поражения. Ведь тех, за кого играет время, можно победить только безвременьем, только смертью. Вот и вся выгода. Об этой людоедской логике даже думать не хочется, и тем более невозможно принять, что по таким основаниям принимаются решения о жизни и смерти. Но это факт. Сейчас Россия управляется именно так. До завтра.